Акт 8 начинается с письма от Августы. Она извиняется за пропущенную встречу и приглашает Ровера в дворец Эфора, чтобы поговорить лично. Их первая встреча не разговор, а испытание. Тень скрывает лицо Августы. В темноте вспыхивают глаза. Она отбрасывает гигантский клеймор и встает напротив Ровера, словно проверяя его волю еще до слов. Именно здесь Августа рассказывает об охоте, древнем обряде септимонцев. Уже более 100 лет лучшие воины отправляются на плато Сангвис, чтобы сражаться с порождениями темного прилива. Это и честь, и долг, единственный способ сдерживать катастрофу. Гигантское чумное облако, нависшее над регионом, существует со времен первого темного прилива. Августа искала встречи с Ровером по двум причинам. Первая – его сила. Воины Септимона хотят сражаться рядом с тем, кто способен изменить ход войны. Вторая причина куда тревожнее. Судьбу Ровера невозможно прочитать. Там, где у других линии и предначертания, у него пустота. Он неписанный. И эта пустота идеально совпадает с пробелами в пророчествах, хранящихся в храме Тетрагон. Ровер соглашается участвовать в охоте, но заявляет о собственной цели – поиске реликвии Стража, связанной с путешествием в рай. Августа направляет его к клину земляного разлома, месту, где когда-то нисходил император-страж. Это сердце охоты и запретная зона даже для высших властей. Когда чумное облако разрастается до пугающих масштабов, начинается подготовка. По пути к утесам бури Ровер встречает гладиатора по имени Овидий, амбициозного дворянина, стремящегося занять эфорское кресло. Он хочет доказать Сенату, что достоин править. На плато отряд сталкивается с авангардом темного прилива, карозавром по имени Тираннос. Чудовище отступает после выстрела Юна, и Августа объясняет – все идет по плану. В лагере гладиаторов становится ясно – Тираннос не просто зверь, это приманка, а настоящая угроза куда больше. В храме Тетрагон Ровер изучает древние фрески. Они показывают прошлое и возможное будущее Септимона. Одна из них выделяется особенно – битва с темным приливом и пустота в самом центре. Непознаваемая пустота. Также Юна и бабушка Лилибет описывали судьбу Ровера. Между Юна и Овидием вспыхивает конфликт. Овидий утверждает, править должен сильнейший. Он заявляет, что резонанс Августы слаб, а значит, она не соответствует пророчеству. Но правда иная. Августа дошла до вершины не силой резонанса, а волей, стратегией и несгибаемым характером. Для поимки Тиранноса используются якорные камни, создающие барьер и загоняющие цель в ловушку. Когда зверя загоняют в угол, Августа бросает Овидию вызов – бой за право называться сильнейшим. Но Тираннос исчезает в темном приливе. Так появляется ложный суверен, истинная цель охоты. Юна закрепляет его физическую форму ценой собственного существования. Все видят видение падения Септимона и поражение Августы. Юна почти теряется в потоке судьбы, но голос Ровера возвращает ее обратно. Постепенно становится ясно. Тринодиан шептал Августе с детства. Он вел ее в боях, обещал победы, наказывал за неповиновение. Теперь он хочет большего – сделать ее своим орудием. Юна раскрывает правду и о себе. Она отказалась от способности видеть будущее, чтобы противостоять темному приливу. Каждый раз, закрепляя его порождение, она теряет часть себя. Ее руки уже становятся полупрозрачными. Финальный этап приводит отряд в Мурмурстаун, бывший Фабианум, родной город Августы. Здесь все началось 16 лет назад. Через соносферу Ровер видит ее детство и подругу Ангел. Сенат не пришел на помощь, когда город погибал, а шепот, обещавший силу, обернулся жестокостью. В дупле дуба Августа принимает решение. Если существует герой героев, пусть выйдет и бросит ей вызов.
и она знает, кто лучше всего подходит под это описание. Когда ложный суверен появляется вновь, Августа раскрывает свой план. Она готова пожертвовать собой, чтобы Ровер стал героем героев и исполнил пророчество. Тринодиан ликует, но все идет не так. Поглощенная темным приливом, Августа вырывается изнутри суверена и наносит сокрушительный удар, вобрав в себя волю павших воинов. Ложный суверен уничтожен. Пророчество сломано. Августа и Ровер решают разделить титул Героя Героев. У клина земляного разлома Ровер чувствует сущность Императора-Стража, но тайна остается запечатанной. Возможно, ключ — Картетия. А в тени остается наблюдатель. Кристофара называет Овидия почти идеальным протагонистом и решает продолжить его историю. Бумажные журавли взмывают в воздух. Финальный кадр — Гальбрена, заявляющая: «Охота только начинается». Акт 9 начинается с тревожного осознания. Юна исчезла. Не просто пропала, ее словно никогда не существовало. Жрецы, послушницы, люди, которые обязаны были ее помнить, смотрят на Ровера с недоумением. Они уверены, Юна — лишь галлюцинация, побочный эффект воздействия темного прилива. Даже Августа помнит ее лишь смутно, как нечто расплывчатое и неоформленное. В условиях, когда вся страна считает подобные воспоминания безумием, Августа предпочитает не настаивать. Лидер не может позволить себе выглядеть безумцем. Но Ровер знает правду, и он единственный, кто помнит Юна полностью. Причина ее исчезновения становится ясна. Юна родилась во время лунного затмения, что дало ей особую связь с предсказаниями и судьбой. Когда-то она отказалась от способности видеть будущее, заключив сделку с судьбой в обмен на сопротивление темному приливу. Но цена этой сделки — ее собственное существование. Когда Юна в акте 8 закрепила ложного суверена, усиленного поглощенными частотами, ей пришлось отдать все. Она погибла не телом, она была стерта судьбой. Используя браслет Лунарум, хранящий часть ее резонанса, Ровер находит след Юна. Чистота приводит к ней, существующей на границе бытия. Юна объясняет все сама, но Ровер отказывается принять такой финал. Если что-то существовало, оно должно оставить след. В поисках этого следа Ровер возвращается в храм Тетрагон. Жрицы исчезли. Тишина нарушается лишь сиянием браслета, указывающего на скрытый проход. За тайной стеной открывается пространство, где события переписываются. Фрески меняются, прошлое корректируется, словно кто-то редактирует саму реальность. И там звучит голос. За вратами роскошная камера. В ней Овидий. Он говорит сам с собой, пока не замечает Ровера. Сначала надежда, потом разочарование. Тот, кого он ждал, не пришел. Овидий считает, что Ровер привел его сюда, чтобы стереть из истории, чтобы выманить того, кто написал его жизнь. Он признается, согласился быть здесь под наблюдением лишь ради одного — увидеть своего создателя и посмотреть ему в глаза. Но теперь ясно, он отброшен судьбой. Постепенно Овидий осознает страшную правду. Его подвиги никто не видел. Его воспоминания без свидетелей. А в глубине памяти рука с пером, записывающая его жизнь строка за строкой. Он приходит к выводу. Существование держится на памяти, связях и чувствах. Если убедить мир в том, что герой реален, становится ли он настоящим? Разговор обрывает бабушка Лилибет, прогоняя Овидия и обвиняя его в искажении судьбы. Но даже она вынуждена признать, логика Овидия не безосновательна. Лилибет проводит собственное расследование. Юно действительно существовала, но согласно архивам, она умерла 3 года назад. И здесь становится ясно, между смертью и исчезновением есть разница. Если человек умирает, нет причины переписывать память о нем. Значит, реальность вокруг Юно сфабрикована. Поскольку Ровер помнит ее, он стал якорем, удерживающим ее связь с миром. Юно застряла между существованием и небытием.
Вместе с Лилибет ровер отправляется туда, где по записям Юна погибла. Там они погружаются в хаос судьбы, чтобы вернуть ее обратно. Внутри открываются фрагменты прошлого Юна. Ее семья уважаемая и сильная. Мать – прославленная гладиатор, отец – легендарный кузнец. Путешествуя по обрывкам памяти, ровер помогает Юна закрепить свое прошлое, и становится ясно, откуда в ней появилась решимость бросить вызов судьбе. Ее вдохновила Августа. Юну видела бесконечные трагические пророчества и задавалась вопросом, какой смысл знать будущее, если ты ничего не можешь изменить? 3 года назад она нарушила предначертание. Предсказав гибель отряда гладиаторов, Юна не осталась в стороне. Она вступила в бой и спасла Хурелия и других септимонцев, которым было суждено погибнуть. Этот поступок стал точкой разрыва. Ровер вытаскивает Юну из хаоса в непознаваемую пустоту. Ее судьба переписана. Теперь она, как и ровер, неписанная. Юна возвращается в реальный мир, живая. Ее по-прежнему никто не помнит, но она уверена. Со временем Августа и остальные вновь найдут к ней дорогу. А история продолжится.